6 месяцев прошло с момента запуска моей программы. Программа «Деньги от апостола» заключается в том, что я плачу деньги за информацию. За 6 месяцев я выплатил более 50 миллионов русских рублей. Я плачу на карты банков РФ напрямую, на иностранные карты, на телефоны или же в крипте. Способы изучены, известны, вопросов ни у кого не возникает. Мне нужна информация от военных непосредственно с линии боесоприкосновения, а также от военных, находящихся в тылу, начиная от рядового состава и заканчивая старшими офицерами. Сейчас появилась необходимость в информации от МЧСников, сотрудников аэропортов и сотрудников НПЗ. Приоритетная связь по WhatsApp. WhatsApp не прослушивается. То, что вы получаете себе на телефон смс-ки, что ФСБ все контролирует, это все ложь и чушь. Второй канал связи – Telegram. Потом электронная почта для староверов. Пишите, отвечу всем. Если информация интересна, поговорим голосом. Информация всегда проверяется. Деньги наперед не платятся. Меня зовут Владимир, фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда вы? Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Мобилизованный или контрактник? Контрактник. Из зоны? Нет. Сколько лет полных? 50. 50? Так, даете добровольное согласие на запись и публикацию нашего интервью? Мне просто интересно, почему меня именно выбрали. И как. Я ж при вас только что говорил дежурному, как я выбираю. Те, кто до дому не может дозвониться, по обычной связи вы дозвонились до дому? Нет. Не дозвонились. Зачем мне надо, чтобы вы дозвонились домой? Ну, какой мой интерес, чтобы вы дозвонились домой? Не знаю. Ну, чтобы знали про вас, что вы не без вести пропавший и не погибший, чтобы с плена вас забирали. Вы думаете, вы здесь надо кому-то сильно или что? Конечно, нет. Ну вот. Нет, Вот просто это никак потом не скажется. перед вами 2 человека было, про них, про обоих сказали, что они уже кирдык. Потом не скажется, что вообще не заберут отсюда. А, нет, на это не скажется. На это не скажется. Общаемся с вами? Даете добровольное согласие на запись и публикацию? Какое у вас подразделение? Кто вы там? Генерал, майор, там, полковник? Рядовой. Подразделение штурмовое. Штурмовое. Реально штурмовал? Физически? Реально не штурмовал. Вы физически подходите для штурмовика? Я не знаю, по каким критериям там подбирают. 3 километра пробежите? Ну, В полной амуниции. до плена пробегал, Понял. Понял. пока не переболел. Так, это жена ваша, да? Да. Она ответила, что все нормально. Ждет. Понятно. А когда контракт подписали? 2 февраля. 2 февраля? Да. Это 24-го года? Да. А долго обучались? 5 дней. Где? В Воронеже. А дальше потом что? Дальше потом погрузили в машину и все, и повезли Куда? за ленту. За ленту куда? Ну, как сказать-то, я не знаю, там подразделение от части 59-я, часть в составе 144-й мотострелковой. Понял. А населенный пункт, куда вас в Украину повезли? Точно не помню, я там был 3 дня, потом ранили. Все, я даже там, по-моему, Можниковка какая-то была, ночь заночевали, 1-го, по-моему, потом вот привезли в расположение, я там 3 дня был, потом ранен был. У меня так сложилось все, что я как бы, в принципе, даже и, можно сказать, не воевал. А кроме вас много еще ранили там в первый день? Как Да, вы говорите? очень много 300-х было, много. А 200-е при вас были? При мне лично я не видел, потому что меня с моей группы, со взвода 1-го ранило. А. То есть я на эвакуацию Да вы- ходил уже.
Вы особо так и не видели, и ничего, по большому счету, если это же в первый день, как только вас отправили. А куда вас отправили? Что это лесополоса, это блиндаж, окопы, что это? Лесополоса, ну там нужно было точки определенные, 81-я, 82-я, опорные пункты, их нужно было брать. Мы как бы, ну я как бы не дошел, потому что минометный обстрел начался, кассетный, и меня ранило. Хорошо. Понял. Куда шор как ранило? Предплечье, плечо, бедро, лицо. Посекло. Да. Куда вас эвакуировали? Сначала в Рогово, в госпиталь, потом Рогово это какая область? я без понятия, он там просто пересылочный, как госпиталь, там просто продержали сутки, то есть анализы взяли и забинтовали. Понял. Потом в Белгородскую область отвезли. Белгородская область. Как долго вы там пролежали? В Белгородской области 2 недели пролежал, может чуть больше, потом увезли на Ярославль. Ничего себе. Вас повозили. И что в Ярославле? В Ярославле 1,5 месяца лежал в госпитале, потом отправили в Воронеж полк выздоравливающих, поставили категорию «Б» и отправили опять на передовую. Еще раз, как зовут вас? Алексей. Алексей. Чем вы руководствовались, когда подписывали контракт? Ну, у меня друг был покойный уже сейчас. Ну, сидели, разговаривали как-то вечером. Выпивали. Его за элементы, как бы, ну, алиментов много просрочено было, там его приперли. И все, и как бы мы с ним, ну, друзья были, он уговорил меня туда-сюда, давай пойдем вместе завтра туда-сюда. А, ему скучно было? Не то, что скучно, просто, ну, не знаю, как это объяснить. Вышло так, что вместе пошли, и как бы потом уже поздно было, когда бумаги подписали. Вроде бы уже домой приехал, потом все отговаривать начали, все, уже бумаги подписаны. Так это по пьяни, что ли, получается? Да, не то, что по пьяни, на следующий день трезвые были. Ну, а вот вы, когда разговаривали с другом, вот это, правда, интересная тема. Вы, когда разговаривали с другом, вы обсуждали вот его мотив, ну, его мотив алименты, да, типа вот это вот выплата. Его послали за алименты? Ну, как бы он пошел документы выправлять, военный билет, там, туда-сюда, у него из элементов к нему прицепились, сказали, все равно, ну, там, платить через суд, там, посадить могут. И предложили ему вот такой вариант, что подписать контракт. А если подписывают контракт, то алименты уже не надо платить, как ему объяснить? Нет, ну, там, я не знаю, вычеты какие-то, наверное, когда с оплатой. А ему вычитают зарплаты военные, типа, и он и алименты заплатит, и все у него Наверное, будет да, здорово в жизни, да? да? А как он погиб? Вот он ушел раньше меня на сутки. Погиб в той же лесополосе, как Что и у вас? рассказывали, да. Та же, Ну, тоже мы в подразделение? разных взводах просто были. А подразделение? То же самое, 59-я штурмовая в составе 144-й. Понял. Стрелковая. Понял. Ну, короче говоря, вот таким вот образом, я имею в виду, вы с ним когда общались, помимо денег, о которых вы говорили, ну там выплата алименты, у вас, наверное, у вас тоже был финансовый интерес? Ну, у какой-то? меня кредит, да, 500 Кредит. тысяч, там проценты накопились. Понял. То есть у вас мотив был идти воевать, это что? Ну, много разных причин было. Давайте все. И телевизор, потому что говорили, что все плохо, всех обстреливают, убивают, мирных жителей, все. И деньги, и все как бы одно к одному. Просто Мы обстреливаем, убиваем своих собственных жителей, да? нет не своих собственных, а Донецк, там Луганск. Ну, это и есть наша собственная. Ну, как-то я не знаю. Ну да. Ну это же вы решили, что они ваши, а если карту глянуть 91-го года, то Так-то там да. наши как бы. Так-то да.
Да. Короче, мы берем и своих собственных жителей убиваем просто так, да? У нас так по телевизору все рассказывают, показывают, все в это верят. Угу. Ну мы же как нацисты же, наверное, да? Теперь уже убедились, что немножко все не так. Немножко, да. Похожи мы на нацистов? Да нет, Ну, я вот в частности. нет, конечно. Странно. Выходит, что это вообще-то и не за идею война, правда? А за территорию. Путин знаете, что сказал на днях? Я в политике не сильно. Я понял. Путин знаете, что сказал на днях? Что ему нужна Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области. То есть конкретно территории. Все. Что, ему своих территорий мало? А я не знаю. Необъятная страна. Необъятна. До Владивостока. Необъятно. Вот перед вами человек был, сидит, говорит, в деревне у них газа нет, а вы газом весь мир, на весь мир торгуете газом, а вот в деревне у вас газа нет. Сейчас санкции, когда ввели, стали быстренько во все деревни проводить газ. А его девать куда-то надо, да? у нас Видите, как хорошо. У нас даже у кого не было, не проведен был, дома не подключен, всем провели. Походу, пока его можно было продавать за кордон, свои люди не сильно интересовали, да? А как только за кордон не пошло, значит, теперь продадим своим, хоть как-то, Я да? не знаю, наверное, Получается? так. Ну, так получается же. Я, честно говоря, это первый раз от вас слышу вот эту вот тему. Ладно. Короче, телевизор, кредит, да? Ну, финансовый вопрос. Какой еще? Да все, наверное. В принципе, как и у большинства. Пропаганда, все это пропаганда. Хорошо, а давайте так, что из вашей пропаганды правда, что неправда? Вот то, что из того, что вы убедились собственными глазами. Ну, я убедился в том, что проблемы в обоих армий, допустим, одинаковые. Это правда. То, что говорят по телевизору у нас, что у нас все хорошо и прекрасно, это не так. То есть проблемы большие в нашей армии и вообще. Проблемы. То есть, если бы было у вашей армии все хорошо, если бы вы просто шли и убивали украинцев, а сами оставались бы живыми, то все было бы отлично, вас бы все устраивало. Не в этом дело. Я просто говорю, что много неправды очень. Или как это, или просто не договаривают, что ли. Или говорят наоборот. Или наоборот говорят. Не поймешь, это политика, для чего все это делается. Для захвата земель. Для Это захвата земель у нас достаточно, Ну что, кому вам достаточно, а ему недостаточно. чтобы земель лесом зарастают. Да. Колхозы, все. Да. И людей нет. Поля травой, лесом зарастают. И некому это все обрабатывать, и некому там жить. И правильный, грамотный правитель в этой ситуации будет поднимать уровень жизни своих людей, для того, чтобы они семьи строили, создавали, детей рожали, заселять эти все территории. А ваш правитель вместо этого отправляет захватывать вас новые территории и гибнуть. Я не знаю, на что он рассчитывает. На этих территориях, которые он захватывает, там молодых людей не остается практически. Там все старики. Он что думает, прирасти населением за счет этих территорий? Маловероятно. А своих там положил уже какое количество? Я не знаю, я в этом не силен. Я и не рассчитывал, что вы в этом сильный. Как вы второй раз в плен попали? То есть Второй вообще- раз я вообще один день. Вот нас привезли с Воронежа. Все, у меня вот рука ранена. Я не знаю, не поставили категорию Б, она у меня на 50% действует. То есть онемение. Сейчас, секундочку договорим. Добрый день, меня зовут Владимир, я журналист из Украины, ваш муж у нас в плену. Вы... Я знаю, я Когда вы узнали об этом? 26 числа. А, все? А он там в статусе пленных числится у вас? Ну, в принципе, да, я вот жду приказ с части. Ну это уже плюс-минус нормально. Разговаривать с ним будете? Да, и хотелось бы. Разговор под записи для публикации происходит, я ему передаю трубку. Привет. Привет, родной. Привет. Как дела-то Ты дома? мой дослад. Да ладно, не плачь. Ничего, у нас нормально.
У меня хорошо все. Все хорошо, не плачь. Как не плакать? Вот хорошо объявился, мы с ума посходили. Ну как? Тебя-то как? Да все хорошо. Лёшка, сын тебе привет передаю. Работа. Мы не сидим, с пожаром, Лешенька, мы везде написали все. Все везде, где можно, везде ходим. Все очень переживаем. Тань, Мамка нормально. нормально, все хорошо. Слушай, что? Ты можешь ВКонтакте волонтеров найти, которые Каких? вот именно которые занимаются на Украине, вот именно этим. Слушайте, там есть сайт. Вот. Слушай, Ага. там денег хоть сколько, я не знаю, 1030 переведи, они там в гривны их переведут. Они там счет все узнают, но они знают, как это делается, объяснят все. У меня денег на карте-то до хрена, только я не знаю, где теперь и карта, и заблокировали ее, наверное, раз я в статусе военнопленного. Потом Статусе военнопленного должны не блокировать ее пока. разберемся. Ну, у меня ее нет все равно. У вас что, у жены нет до вашего счета доступа? А как она зарплату получала вашу или она не получала? Она не получала. И с посылкой что-нибудь там порешай, хоть блока 4 сигарет, чаю там. Я что-то не пойму. Вы сюда пошли Ну ладно, я воевать? Вы сюда пошли воевать, чтобы денег заработать, да? мне не подсказывают тебе. А теперь в результате ваша жена вам сигареты еще передавать будет. Ну, я отправлял деньги домой. А, вы так отправляли? Конечно, я сам переводил. Слышишь меня? Тань, Слышу. я говорю, с посылкой Слышу. порешай что-нибудь. Блока 4 сигарет, там чаю килограмм, станков одноразовых, трусы, носки. Больше-то не надо ничего. Хорошо, ладно. А документы-то хоть при тебе или нет тоже? Да так откуда они при мне-то все изъяли? Можно я вопрос один задам? Вас как звать, скажите? Татьяна. Татьяна, меня Владимир. Татьяна, вы реально не понимаете, да, где он, что он? Ну, то есть, он в плену находится. Какие Я как не документы? понимаю, я знаю. Ну, какие документы? Я знаю. А вы понимаете, что ему еще повезло, что он вообще в плен попал? Понимаю. Понимаете? Ну, понимаете, что он мог погибнуть у вас? Понимаю. Понял. Тогда один простой вопрос. Вы его зачем на войну отправили? Они меня не отправляли. Он пошел за сына. Чисто мое решение. Так за сына пошел? Или за деньгами пошел? Потому что мне говорит, за деньгами За пошел. сына он пошел. Он пошел за сына. Как это за сына? Вместо сына? Да. А, то есть поставили условие такое, что либо сын, либо он? Нет, он сам захотел вместо сына идти. Вы пришли в военкомат, говорите, не отправляйте сына, отправьте меня? Ну так а что ж вы не рассказываете? Ну, зачем? Потому что, ну как это зачем? Ну спрашиваю. Это же не государственная тайна, Потом правильно? уже скажут, что дурак, и сына все равно твоего отправят, как мне уже Вот это вот говорили. может быть. Никто Вот не это вот верит может же. быть. Вот это вот может Не быть. верит. Что бы я ни сказал, все равно никто не верит. Я говорю, допустим, одно. Мне говорят, да не может быть такого. Я говорю уже другое. Мне говорят, да не может быть такого. Что-то я верю. Ну, по крайней мере, допускаю, что это правда. Почему? Ладно. Вы добиваетесь, чтобы его забрали? Да, да. Добиваетесь. Да, мы во все инстанции уже сходили с сыном, да. То есть вот ждем выписку из приказа из военкомата. Вернее, счастье. Все, говорите, пока-пока. Все, ладно. По сути, все сказали, что хотели? Все. Пока. Давай, будет возможность. Всё, в общем, Я тебе- ВКонтакте, да, Слушай, искать? секундочку. Я тебе звонил с телефона отсюда. 2 раза гудки шли и сброс. Ты в следующий раз, если что, бери с любого номера.
У меня не могло такого быть, я сейчас на любой номер беру. Я с 14 числа звонил 2 раза, хорошие гудки шли и сброс идет. Иногда блокируют с вашей стороны звонки Может входящие. быть, заблокировать. Нет, может быть, потому Ладно, что не Тань, было, я всё, на все давай. номера беру. Давай, все. Все, давай, ладненько, всех привет, давай, мы тебя целуем, любим. Хорошо. Давай, мой хороший. Давай, мой хороший, держи. Все, до свидания. До свидания. А то, что и вас отправили, и сына еще заберут, это правда. Не, это не 100%, конечно, но это... То есть то, что вы пошли вместо сына, это не гарантирует, что сына не заберут. Что это за договоренность? Это с кем такая договоренность? С У военкомом? нас как бы Завтра будет другой вроде военком. такая ситуация, что 2 мужчин с семьи как бы и не забирают. Это закон? Ну, я не знаю, нет, наверное. Это кто-то постановил так или это слухи? Как бы один все равно остается. У меня мать, считай, старенькая уже, жена еще, кто-то должен же дома остаться. Ну, а все-таки как в плен попали? В плен попал сразу после госпиталя, меня привезли в полк выздоравливающих, пробыл там неделю. Поставили группу Б с незажившей рукой. Вот, у меня на 50% Да, работа. понял. То есть категория не А, что полностью здоров, а Б. И должны, я не знаю, там куда были направить. Ну, направили, как всегда, опять на передовую. Привезли. В этот же день, как привезли, сразу же, ну, часа в 3 дня, получается, привезли в расположение. В этот часов в 8 выдали обмундирование. Ночью увезли на задание. И не дошел опять. Просто Как, одного? Нет, ни одного, группу. Сколько вас было в группе человек? Я не знаю, человек 12, наверное. Как А задача в чем состояла? закрепиться. На какой-то точке. Да, на определенной точке, там 94-я, по-моему. Вот. Ну, И отправляли по вы одному. пешком пошли или вас по... Сначала везли до определенного места, там заночевали. С утра рано начали выдвигаться. Выходили по одному, там, допустим, обозначили точку рубеж, там, называется, дошли до туда. Очень много птичек. То есть Расстояние между вами какое было, когда вы шли? расстояние, ну, нас отправляли по одному минут через 5. Но я, допустим, впереди идущего тоже с Костромы был парень. Я его догнал. У него там, ну, что-то медленно он ходил. Короче, я его догнал уже, допустим. Потом отпускал его, сидел под навесом. Птички работали по дороге? По нам, да, работали. Вот, дошли. Но все дошли целые. Сначала до рубежа дошли все целые, там в блиндаже засели. Надо было выдвигаться дальше. Там объяснили, что дальше пока выдвигаться смысла нет, потому что впереди идущая группа как бы не продвигаться, она там где-то в болоте не засела, типа, и никуда не двигаться. То есть скопление народу будет большое. И мы сидели до вечера, где-то до 5 вечера, пока та группа прошла. Потом мы с 5 вечера тоже начали выдвигаться через 5 минут, также друг за другом. И все, птички работали по нам, и я как бы просто сбился с дороги и вышел не туда. Там должен был нас перед 94-й точкой встретить там человек и показать, куда дальше идти. А что с остальными вашими, непонятно? Не знаю. И вы вышли на наши? Немножко отвернул, видно, где-то не там. Пока тут от птичек прятался, пока туда-сюда сбился, понимаю, что мне нужно овраг перейти. Прошел вдоль оврага, посмотреть, где лучше перейти его. Потом опять птичка. Тут слева, короче, спрятаться негде. Ну и к лесополке вправо сунулся. Спрятался, посидел, птичка улетела, продвинулся, тут буквально окоп какой-то, продвинулся вперед, и там на ваших военных нарвался, вышли двое, меня сразу прямо взяли. Вышли двое, сказали руки вверх. Да. Я просто, у меня даже автомат в руке просто был.
Не, я понимаю, что вы не Рэмбо, Я не ожидал. завязали себе вот эту повязку и не начали там вот это вот все ожидал. устраивать. Это я понимаю, да. Просто даже не ожидал, что так все плотно и рядом. По-другому себе представляли войну? Ну, по-другому. В плане вот этих дронов, камикадзе и всего по-другому. Я не предполагал, что небо так густо ими засеяно, все полностью. То есть Ну да. Ну да. Ну да. А с идеологической точки зрения пришла какая-то переоценка чего-то? переоценка, я не знаю. Ну, давайте Я так. родину свою люблю в любом случае. Я, Кого, родину? Да, народ, свою родину. Да, любите. Переоценка. Любите свой народ, Переоценка свою родину. В плане того, Зачем что наш убивать? Войну не надо было начинать. Вот в плане чего переоценка прошла. Даже если там НАТО, не НАТО, надо было, наверное. Какое НАТО? Подождите, Просто какое НАТО? выставить- Финляндия же не была в НАТО, не была. Швеция не была в НАТО, не была. Они вступили в НАТО, вступили. Вы на них напали, не напали. Ну, я Так не какое знаю, НАТО? Ну что за фикция? Надо было выставить просто на своих границах, наверное, войска и все, и никуда Ну больше да, не так на вас же ведь никто не нападал. Но на самом-то деле никто же не нападал на вас. И не мог напасть. И не хотел нападать. Если просто посмотреть вооружение, сколько чего было у нас и у вас, ну просто становится смешно даже с самой идеей. Если, допустим, там Донецк, Луганск не хотели, их можно было, значит, забрать. Так Донецк и Луганск были под вашим контролем, под оккупацией Я не знаю. с 2014 года. Что еще? У вас территории достаточно, чтобы заселить 20 Уже не Донецков знаю и просто, Лугансков. кому верить. Давайте верить фактам. Уже не знаю. Давайте верить фактам. У вас достаточно территории, чтобы заселить 20 Донецков и Лугансков? 100 Донецков и Лугансков можно заселить у вас. территорий. 200. И ресурсов, и всего. Ну, короче, если вы хотите сильно их спасти, если этому верите, берите и спасайте. Ну, я тоже так же подумал уже сейчас, что можно было просто забрать, переселить. и всё. Но вместо того, чтобы забрать, переселить Донецк и Луганск, да, или просто зайти туда к ним и типа их там защищать, вы пошли на Киев, на Сумы, на Чернигов, на Запорожье, на Херсон. Группировкой 200 тысяч человек. Это то, что было в самом начале. Из которых там больше половины погибло. Ну и наших, конечно, поубивали прилично. Не без этого. И дальше в процессе это все продолжается. Так где ж тут защита Донецка и Луганска? Если уже о Запорожье речь, о Мелитополе, о Бердянске, о Херсоне, Херсонской области. Что-то не складывается. А Путин 2 дня назад вышел и прямо сказал. Говорит, нам нужна Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская область. Так за что же воюем тогда? За эти области. Вы воюете за территории. Только они, по-моему, вам... Ну, я не буду говорить, они вам нужны? Вопрос. Сомневаюсь. И я тоже сомневаюсь, потому что вы с теми территориями не знаете, что сделать. Чтобы новое оккупировать. Я так понимаю, что вы с вашей мотивацией, если бы даже знали все наперед, понимали, что и как, все равно бы пошли бы. Ну, я все равно бы, потому что, чтобы сына не отправляли, я бы пошел хоть как. Он у меня только с армии пришел. Как вы относитесь к идее убить чужого сына, чтобы ваш сын воевать не пошел? Да плохо, конечно, это неправильно все. Ну, вы же это сделали. Вообще убивать неправильно. Ну, конечно, ну вы бы убили бы, если бы было бы где-то в поле, грубо говоря, наш пехотинец и вы. И вот вы можете в него стрелять. Или он будет в вас стрелять. Вы бы стреляли. Я даже не жду ответа, я знаю. Вы бы стреляли, вы бы убили. И так бы по факту и произошло бы. Вы бы убили отца другого человека или сына другого человека.
чтобы ваш сын не пошел воевать. Просто задумайтесь над этим. Может быть, вы не думаете над такими... Может, это для вас слишком сложно вообще, для россиян, над такими вещами думать. Но у нас тут сыновья, отцы, ну, не хуже ваших ничем. Ну ладно, порекомендуйте тогда землякам, там, не знаю, своим знакомым, друзьям, пусть идут, воюют, короче. Да, нет. Денег заработать. Не порекомендуете? А что? Изменил мнение. Изменил. Ну и на том спасибо. От себя что-нибудь хотите добавить? Да, нет. Идите. Призвал, мобилизовался, контрактник. Контрактник. Ну, знал, куда идешь, что идешь? Ну, знал, но особенно, как сказать, именно куда, ну, в какую горячую точку, ну, это для меня было уже, не знал никуда. Ну, дальше что? А думал, куда попадешь? Ну, думал, попаду там гайки крутить. Ну, Какие гайки? Механиком. Тебе сказали, что механиком пойдешь? Угу. Но не механиком пошел, да? Ну, не механик. А ты поверил, когда тебе сказали, что механиком? А? Ну, у нас армия такая, что сказать. Я понял, про армию. Армия такая. А ты поверил, что тебя механиком? Да, а что верить-то? Ну, что верить-то? Ну, куда послали, туда послали. Что сказать? Твой мотив подписать контракт? Ну, мой мотив подписать контракт, что ну, также долги душили и там это, все остальное. Деньги. За деньги? Все, да. Все верно. Подписал бы еще раз? Нет. Осознал? Осознал. Что изменилось? Ну, изменилось все. Изменилось, конечно, что на гражданке, конечно, ну, сам себе хозяин, а она в плену, ну, хуже зоны. Хотя я не сидевший ни разу, но каждый раз строем ходить, это, ну, военнопленные, что сказать. Ну, так а я имею в виду про войну, что ты переоценил? Про то, что происходит, что ты переоценил? Да, мы новости так сильно-то не смотрим. Да почему здесь новости? Лично вот в себе. Вот ты сюда шел, да, что ты думал? Ну, думал, что у нас, как сказать, ну, НАТО был, ну, типа, ну, воюем с НАТО, с натовскими, ну и все. Да. Много натовцев видел? Натовцев? Да ни одного не увидел. Ни одного не видел. Значит, что? Ну, что? Не знаю, что. Ну, значит, воюете вы, наверное, с украинцами все-таки, а не с натовцами. И гибнете вы, россияне, и мы, украинцы, да? Натовцы нормально себя чувствуют, никто не гибнет. Правда? Ну, это вот что, все политика, все это, конечно. Господи. Мы-то что здесь? Наше дело. Как жену вашу зовут? Юлия Александровна. Юля. Как в плен попал? В плен попал. Ну, вывезли нас, ну, под Авдеевкой, переночевали. Ну, сказали, идите прямо, ну, там, ну, ваши позиции, там, ну, окопы, там, ну, и все. Ну, мы пошли, и нас, короче, я в первом ряду шел, и нас это начали птичками, снарядами, ну, сверху вниз летать. Ну, у меня зацепило левую, правую ногу, ну, все тело, ну, в осколках,
с пулемета начали обстреливать село. Вот. И что? Ну, все. Что, все, свет погас, проснулся в плену? Ну, Неужели это так сложно просто рассказать, как ты попал в плен? ну, доложил старшему, что, ну, Неважно. ну, ранен, ну, 300, ну, влево, вправо, ну, не мог ходить, ничего, и все. Мне сказали, возвращайся назад. Вот и все. Ну, Когда я шел назад, уже ну, время вечера, уже было позднее время, ну, время суток. Вот. Попал, ну, в окружение. Ну и там идут и говорят по-русски, говорят, выходите, мужики, это, ну, наши, ну, ваши, ну, я вышел и все. И так попал в плен. Что сказать? Ну. Поразительный талант высказывать мысли просто. Вот я вот сижу, слушаю. В жизни-то тоже так разговариваете? Я? Да. Ну, быстро разговариваю. Как-то немножко не складно и так тупо шепотом вроде как. Ладно. Ну, в общем, вышли вы на наших. Все, Да, друже, всё. ты пришел. Да, А сколько вместе с вами еще попало в плен? ну, я один попал. Один. А с остальными вашими что? Даже без понятия. А подразделение какое? 30-я штурмовая рота. А на задание сколько у вас человек пошло? 20 человек. 20 человек. А как так случилось, что ты один остался? Ну, потому что, когда я шел, ну, я был в первом ряду, меня ранило. Так. Ну, Ранило. ноги, руки. Ноги, руки, тело, ранило. всё. Ноги, руки, тело. Так, ты лежишь. Больно тебе, да? Больно? Да. Говоришь, да, мне больно, да? Так? Ну, конечно, я не кричал, ничего. Не кричал, но говорил, ребята, Доложил все доложил по рации. по рации. А да. остальные, которые с тобой шли, они не увидели, что ты, ну, раненый, что тебе плохо? Ну, вот доложил все. Нет, так а твои, которые с тобой шли, еще 20 человек, они не увидели, что ты раненый? Ну, они увидели, конечно, что Ну, раненые. да. Ну, сказали, ну, спросили, передвигаться можешь? Я, да, могу передвигаться. Понял. Вот. И вы начали передвигаться, только уже без них. Потому что они ушли вперед. Все верно. Русские своих не бросают. Ну, руки, ноги целые, что сказать. Да. Так они прошли дальше, получается? Ну, они дальше пошли. Да. Они, наверное, раньше на наших вышли, выходят, чем ты. Не, ну, я раньше вышел, ну, как начался. Да не мог ты раньше на наших выйти. Ну, птички начали меня обстреливать. Я понимаю. Я имею в виду, что, наверное, они их раньше еще начали Да, меня обстреливать. потом- оглушило, ну, я вот, ну, лежал, потом еще одна упала, и я просто перевернулся, ну, отполз, ну, в разбитое строение, ну, и все. Понял, все понял. А потом вышел на наших. Да. После разбитого строения. Сколько ты там лежал в разбитом строении? Ну, где-то часа 2-3, 2-3. да, пока. Хорошо. Годится. Отстоял тяжелейший этот рассказ. Я его просто второй раз уже слушаю. Первый раз мы еще дольше пытались тебя разговорить, как-то вот это вот у тебя тяжело все. Но я доволен, что так произошло, потому что после того, как мы написали твоей жене, то есть позвонили, вот мы ей отправили вот эти списки все твои, которые ты хотел тебе передать, да, она мне написала еще несколько очень интересных сообщений. Каких? Как ты думаешь? Не знаю. Не знаешь. Прислала еще кое-кого номер телефона. И просила туда на этот номер позвонить. Как думаешь, чей номер телефона она мне прислала? Даже не знаю. Против знатоков играет Оксана Неважно. П***да. А это бывшая жена, Из какого города бывшая жена? ну, из деревни. И что?
с деревни Усть-Урюпинск, Не, ну, с Новосибирской области. Новосибирска. Я заметил, что никто из вас не говорит название вот этих ваших деревень вообще. Такое впечатление, как будто это что-то несуществующее. Да почему? Село Новомихайловка. О, село Новомихайловка. Смотрите, как назвал деревню сразу селом, так и сразу она будто жилая сразу получилась. Ладно, не суть дела. Сейчас мы все у нее спросим. Если У кого? Ну, жены вашей. Надо же узнать. У Юли? Да. А Оксане не хотите звонить? Нет, я с ней общаюсь. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Юлия. Юля, верно, да. Юля, да. Тут такая история получилась. У нас на прошлом видео с вашим мужем звук не записался. Но я не об этом. Я его вот на другом лагере уже встретил. Он был на Западе один, да? А теперь он уже у нас... Неважно. Короче, перевезли его, в общем. Но это опять не суть дела. Он сильно просится с вами поговорить, спросить, почему вы ему посылку не передали. Не посыл. Ну, это и то. Можешь, я поговорю? Да. Ну, потому что я не могу это сделать. Сейчас, значит, про посылку сейчас поговорите отдельно. У меня к вам вопрос по поводу того, что вы мне написали. Я Оксане не звонил. Оксане не звонил. Почему вы считаете, что ваш муж любит до сих пор Оксану? Уверена. Юль, ты успокойся, уверена. Ну, серьезно, что-то не то, потому что вот ваша жена пишет, позвоните Оксане, поговорите с ней. Он ее любит, а вы просто, а вот Оксана просто штамп в паспорте. Нет. Но это так мне написали, это я за что купил, зато продал. Ладно, давайте поговорите об этом, обо всем. Аж интересно. Привет, Юль. Привет. Что, как дела? Нет, все нормально. Ну, понятно. Что ты это? А что тебя перевели? Почему? А? Ну, не знаю. Не знаю. Неважно. А ты мне можешь выслать деньги через волонтер? Неважно. Больше ничего не... А где волонтеры, я могу узнать? Адрес или телефон? В интернете. Ну, в интернете, либо в Телеграме там посмотреть. Хорошо, я узнаю. Кстати, позвони к Сереге, зятю. Там у меня должен там немного, денег. А может у него есть, там знакомые, кого, чтобы привели. Еще, кстати, я звонил тебе три раза, последний раз 3 июня я тебе звонил. 3 раза звонил, не мог до тебя дозвониться. С какого ты номера? У меня не было звонков. Запад-1 я тебе звонил. Не мог. Номер телефона какой? Не знаю я, какой номер телефона, просто через телефонию я звонил. Гудки шли, а потом раз бросили и все. Нет, если только незнакомый номер, у меня могли спам отправить. Программа. Ты это убери пока спам. Вдруг сейчас у нас платные будут звонки, чтобы я к тебе смог звонить. Хорошо. Вот так, хорошо? Да. Там посмотри, посмотри, там может, Серега поговори, чтобы сколько, хотя бы 20 мне выслали, на это сюда переводом, чтобы я там сигарету купил хоть себе, хоть что. Но посылку не надо мне отправлять. Хорошо? Хорошо. Дима не звонил тебе? Ничего? Нет, Дима, нет. Я только с Юлей общаюсь. С Юлей? Мать твоя сказала, что ты меня бросил, Леш. Я тебе не... А мне что думать? Я тебе не... Что ты меня бросил? Когда бы я тебя бросил, Юлечка моя любимая? Твоя мама сказала, что ты меня бросил, ей не звонить. Все, со мной общается только Юля. Не знаю, Юлечка, я тебя люблю и никого не слушай. Просто-напросто. Скоро увидимся, я надеюсь. Я тоже надеюсь.
Ну так, всем привет передавай. Ты письма не получала? Я тебе 2 раза писал. Нет. 2 или 3 раза тебе писал. На город Лоб писал? Да. Ладно, все. Все, Юлечка, давай, все, Юль, целую. Гасите свет. Ну что, помирились? Спасибо большое. Ну, когда домой приедет, тогда помиримся, наверное. Насыпите его. Очень Как сильно. зовут Юля. тебя? Леха, Алексей. Леха, давай честно. Алексей, Леха, давай честно говори. Признавайся. Юлия, признавайся. Юлю я люблю. Як шался с Оксанкой-то? Ну, нет. Говори. Нет. Честно отвечай. Ну, Вы его из плена забирать собираетесь? конечно. А что вам отвечают там? Я только письма пока написала, жду ответы. И до сих пор ответов никаких? Мы с вами месяц назад разговаривали. Короче, Отписки – это не ответы, это только отписки. так а что им не хватает? Он хотя бы занесен в статус пленного? Мне не верит, что я с мужем разговаривала. А у вас второго телефона нет случайно? Есть просто номер, но он не на WhatsApp. Не, второго телефона, чтобы с экрана его записать. С экрана его можете записать? Ну, а с экрана его записать? Нет, ну, чтобы военкомат принести, показать. Военкомат принести, показать. Ладно, хорошо, все, я понял. Я постараюсь это видео максимально быстро опубликовать. Может, им поможет это, ну, как думаете? А мне никто не верит, да. Вы уверены, что с ним? Я говорю, так а он-то уверен, что со мной разговаривал? То есть я не могу им доказать, у меня нет ничего. Они не верят ни фотографиям, ни скринам, Отличные что ребята. вы звонили. Правда? Я не знаю, как доказать. Это вы же за них воевать ходили, знаете? Чтобы теперь ваша жена не могла доказать, что вы в плену. Так. Ну вы же за них пошли воевать, так? Ну. Теперь ваша жена, которая с вами поговорила, она даже не может доказать, что вы в плену находитесь. Ей не верят. Прокуратурой теперь будем разбираться. Пусть прокуратура. Всем написала, пусть разбираются. Уникально. Так, а вы, напомните мне, вы его зачем на войну отправили? Юль. Подожди, сейчас тебе дам, не спеши. Юль, вы зачем я его сам на войну- пошел, на я войну сам зачем пошел. отправили? Я сам пошел. Нет. Я не знала. Я не знала, он мне не сказал. Юля, А он вообще ушел? А вы бы его отпустили, если бы знали? Нет? Не пустила бы. Юль, Говори. Он скрыл от меня. Юль, Это его желание. поговори это с Серегой, вышли. Неважно. Я тебя понимаю. Да. А там это, пускай там, бандерольку вышлю, там табак и сигареты. Все. Бандероль. Бандероль. Табак и сигареты. Крепкие пускай берет, там самые приму, самые дешевые, и все. Хорошо? Хорошо. Ну все, давай, целую тебя, люблю тебя. Владимиру спасибо за звонок. Да, пожалуйста. Что ж, Спасибо. обращайтесь еще. У вас там других мужей нет, которые пойдут к нам тут воевать? Один? У меня нет ни с кем вообще, ни знакомых, ничего. Не могу вам ничего сказать. Мгм. Ну ладно, все, до свидания. Вот, смотрите, я же не обманываю. Вот. Позвоните, спросите, задайте вопросы. Мне зачем звонить? Аудио отправляли. Жене бывшей звоните. Он ее любит. А я жена, печать в паспорте. И вот, прислала мне, видишь? Номер телефона. Оксана. Неважно. Я не знаю, зачем мне эта информация, честно говоря. но Я тоже. Как есть. Как есть. Да. Просто мне, видите, вот я уже 4-й брак у меня просто, от 3-го брака. 4-й брак? Да. Вот. 4-й брак. Женишься ты лучше, чем разговариваешь, я тебе так скажу. 4-й брак, Сколько лет тебе? Мне 43. 43. Мы одногодки выходят. 81-го года рождения. Да, 81 я тоже. Какой месяц? 9.09. 9.09? Да. Охренеть можно. 9 сентября. А я 8-го, я на один день старше тебя. 8 сентября. Да. Не надо так рукой, микрофон не слышно. Да, я 8 сентября.
Да. Короче, посоветуй своим друзьям, всем родственникам, близким, землякам, чтобы шли в Украину воевать. Да, я думаю, война закончится скоро уже. Сейчас саммит, это все пройдет, все закончится. Да, я смотрю, тут верите в этот саммит. Да. Регулируется все. Не, ну саммит это, конечно, хорошо, но только ж нет. Все прекратится, все забудется. А если не прекратится, пусть идут воюют? Нет, ребят, не идите воевать. Почему? Что так классно, можно денег заработать. Ну, деньги можно заработать и на воле, конечно, на гражданке. Ну, жизнь дороже. Да. Вот. Деньги, конечно, всегда нужны, но жизнь дороже. Кому как повезет. А много шансов вообще погибнуть? Шансов, ну, Определи из 100. процентов погибнуть, ну, 80% погибнуть, 20% выжить. Угу. А из 20 оставшихся процентов выжить, сколько процентов остаться 300-м? Я не То знаю. есть там бесконечности, например, без какой-то остаться. 50-50? Да? Тебе, короче, вот так. Ладно, хорошо. Все? Все, спасибо. Все, больше не это самое. Я надеюсь, это наше последнее с тобой уже интервью. Давай, потому что... Все, Вов, спасибо. На здоровье, давай. Гуляй. Меня Владимир звать, если вы со вчерашнего дня забыли. Вас? Каким? А полностью фамилию, дата рождения откуда? Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Саха, Якутия. Угу. Даете ли вы добровольное согласие на запись и публикацию нашего интервью? Да. Я сейчас вам покажу переписку нашу, которая вчера была с вашей мамой. Окей. Вот, мы отправили сообщение. Привет, мам. Я в плену нахожусь. Вот тебе видео делаю. Ты как освободись, на этот номер отпишись, чтобы я позвонил тебе. Просто напишите на этот номер, я вам дальше все скажу. Вроде все понятно, да? Дальше. Мама спрашивает, что вы хотите? Вот она, ваша мама спрашивает меня, что вы хотите? Я отвечаю. Он же вам сказал, просто отпишитесь на этот номер, потом мы вам будем звонить, скажем, договоримся, когда будем звонить. Или если вам нужно с ним разговаривать. Если вы не хотите с ним разговаривать, я и звонить не буду. А что мы можем разговаривать? Где он находится? Я знаю, что в плену. В каком лагере? Вы скажете? Что-то мне не верится, пишет ваша мама. Смотрите, я думаю, вы не в том положении, чтобы устраивать мне какой-то допрос. Я и так вам делаю услугу, даю вам возможность поговорить с сыном. Значит, разговаривать вы будете завтра, скорее всего, если захотите. Если не захотите, то не будете. Завтра в течение дня я вам за полчаса до разговора напишу, что я с ним начинаю разговаривать, вести интервью, я журналист, и напишу вам. Захотите — ответите, не захотите — не ответите. Все. На этом, я думаю, мы исчерпывающе с вами уже обо всем договорились. Все нормально, корректно, ничего без всяких там каких-то, я не знаю, некорректных выражений. В ответ вашей мамы. Нет, я разговаривать не буду. Почему так? Ну, она если знает, значит там уже в России знают, что я в плену. Я понимаю, в России знают, что вы в плену, а как-то что она не хочет поговорить с сыном, увидеть сына, услышать сына. Значит, ФСБшники, может, ей сказали, или кто там, может, нельзя, или я не знаю. Думаете, это нормально? ФСБшники так это что, смотрите, вы мобилизованы или контрактник? Контрактник. Контрактник. То есть вы подписали контракт, пошли воевать, да? Теперь попали в плен, теперь ФСБшники ходят вашей маме, говорят, что она не может с вами поговорить? Может, то, что на съемку там нельзя такое. Так это можно и без съемки сделать.
Ну, то есть это можно просто поговорить во время съемки, я ничего не говорю, ну и что так, а просто спросить, как здоровье, увидеть чисто, ну. Это же нормально вроде должно быть для мамы, захотеть увидеть своего сына. Да. Ладно, разберемся. В каком подразделении вы служили, воевали? Полк 1466. 14-14-66. 1466. Угу, 14-66. Аким, а сколько лет полных вам? 23 года. 23 года. А срочку служили? Нет. Не служили. Что побудило вас подписать контракт? Какая мотивация была? Деньги, ну и чтобы судимость снять. Вы в 23 года уже успели, 22, наверное, да, успели уже судимость заработать? Да. За что? За кражи по малолетке. Кражи по малолетке. Сколько отсидели? 3 года 10 месяцев. Ну, 4 давали, там 2 месяца скинули. Так это немало. Это в 19 лет вы заехали или 18? 16. В 16. А, ну да, в 16, может быть, даже. Ну, собственно говоря, если бы вы поехали сюда, то вам бы сняли бы прошлую судимость. Очистили бы биографию, так как называют, да. Или просто была еще одна, которую нужно было избежать? Нет. Не было. Деньги, снятие судимости. Как вы сейчас относитесь к тому, что вы сделали, к своей мотивации? Изменили ли вы подход, то есть понимание? Сделали бы вы еще раз то, что сделали? Нет. Почему? Ну, то, что не так, это там война, лучше вообще не ехать. Почему? Ну, потому что много смертей. У вас конфета? А? Вы едите конфету? Нет. У вас есть что во рту? Впечатление просто, может, зуб шатается, нет? Не. Привычка такая? Понял. Ну, окей, ничего страшного. Так что не так в этой войне? Гибнуть много, да и незачем вообще. Бессмысленно. Понял. Так вы же не поехали для того, чтобы иметь какой-то смысл. Вы поехали для того, чтобы заработать денег и снять судимость. Что изменилось? Вы поняли, что здесь погибнуть можно? Да. А до этого думали, что здесь что, просто травку покосить, не знаю? Ну, не так, думаю, не так серьезно, то, что как предполагал, как думал. Не буду я за вас говорить, но вот этой фразой добьем, в общем, да. Вы думали, что здесь больше шансов выжить, чем на самом деле? Да. Хорошо. Сколько шансов здесь погибнуть? Вот пошел, подписал контракт. Вам повезло, вы попали в плен. Повезло или не повезло? Да. Повезло. А сколько шансов было погибнуть из 100? Знаете так? Ну, 60-70. 60-70. А еще оставшиеся 30-40, сколько шансов остаться инвалидом? Ну, 20 где-то там. Понял. Понял. Все, ясно. Короче говоря, вернуться домой целым и здоровым шансов мало. Да. Скажем так, мало. Понял. Расскажите, в каком месяце вы начали воевать? В каком году и месяце? В 2023 году заехал в Украину в конце августа. В конце августа куда? Донецкая область. Сначала под Мариуполем, там в полигоне были. Ага. Как долго? Там 3 недели были. Угу. Дальше. Потом поехали в деревню Старомалыновка Донецкой области. И там в лесополосы пошли на вторую линию обороны. Месяц там просидели, потом нас на первую линию обороны вперед подвинули. И там вот сначала в одной лесополке, потом в другой вот до апреля месяца. А там в этих лесополках что происходило? Ну, там оборона у нас была, просто сидели и дежурили на позиции. А штурма были? Штурма начались в 24 году, в феврале. Вас штурмовали или вы штурмовали? Мы. Вы штурмовали. Что вы штурмовали? Какую позицию или населенный пункт? Там спереди нас, получается, идет поперек длинная лесополоса ваших, и за ней деревня Старомайорская. Угу. Старомайорская, наверное. Да. Так. И вот мы должны были вот эту, ну, впереди лесополосы вот эти взять. Наше, получается, наше подразделение и еще
соседние, и еще там в помощь нам были другие приходили. И вот мы должны были, начиная с февраля, вот с конца, ну, до лета, короче, где-то приблизительно вот эти позиции взять. И пытались их взять. Да. То есть вы штурмовали. Вы участвовали в штурмах? Ну, я ходил в группе закрепа. Как бы вперед шли штурмовики, они должны были выбить ваших, а мы должны следом заходить и все, и держать вот так вот. Как много выбили? Как много удалось оккупировать позиций? Ну, там получается сколько-то, ну, процентов 40 вот этой лесополосы с серой зоны сделали, просто разбомбили и наши, и ваши, там никто не закрепился. А все остальное вот ваши сидят как бы. А потерь много? Потерь, да. Вы эвакуировали 300-х, 200-х? Ну, оттуда нет, а так, ну, я видел. Там, Ну, вы в группе закрепа были, вы же должны были видеть погибших. ну, видел то, что до этого, до нас ходили, другие видел. Там были среди них наши военные украинские? Ваших нет. Мы потому что дошли, вот только я дошел один раз только конкретно на ваши позиции, а до этого нас на полпути уже 300-200 было. Ну, не подпускали, в общем. Там вообще, если кто-то проскользнул, прям, ну, лицом к лицу к вашим, это мало кто может так. В основном артиллерия еще на полпути выбивает. А вам удалось проскользнуть лицом к лицом с нашими стать? Да. Как это было? Ну, в 4 утра, получается, 18 апреля 2023 года мы через поле по открытке 800 метров пошли прямо на ваши позиции. Пей, это чистая вода. Спасибо. Я просто слышу, что сушняк, судя по всему. Ну, жарко. Ну, и что дальше? Получается, пошли, ну и как-то проскользнули, помимо, чтобы дрон не увидели. Нам сказали, то, что уже как бы штурмовать не надо, нужно просто зайти закрепиться. То, что перед вами пошла группа другая соседней бригады, якобы они там уже все сделали. Даже еще сказали, там, посмотрите, там наши 3 человека точно сидят, вот куда вы пойдете, не стреляйте. Ну, мы и пошли, как бы, ну, у вас спокойно подошли, а ваши там уже ждали, и мы просто зашли, получается, на эти позиции и наткнулись на стволы автоматов. Ну, как бы без вариантов все. У нас было вот 3 человека, и их там вот с одной стороны человек 5, и с других сторон тоже сидели они, ваши. Как бы просто вот зашли в тыл и нас на автоматы. Ну, понятно. А кого-то за 200? Мы нет. Вас, из ваших? Потом, после нас, короче, вторая группа пошла, когда нас в плен взяли. Пошла вторая группа, у нас 3 группы было. Вторую группу вроде как, по рации слышали, 300-200 было. Ну, в поле, потому что там чистое поле. Они уже поняли, что все, идут. И там уже срисовали, получается, ваши дроны, ну и все. Вы, вот когда говорят о потерях российской армии в таких случаях, вы понимаете, почему такие потери большие? Да. Почему? Бессмысленный штурм. Вы идете в чистом поле, по вам отрабатывают птички, артиллерия, стрелковое оружие. Так? Больше всего от артиллерии. Говорю для украинских зрителей, это вовсе не означает, что мы прямо сейчас всех победим. Нет. Это тактика местных штурмов, которые они используют, но смысл в том, что мяса у них очень много, если сказать максимально просто. Поэтому им иногда удается захватить какую-то позицию, потому что на них просто не хватает арты и дронов тех же самых. Поэтому донатьте на ЗСУ, кстати. Зачем эта война? Ради чего эта война нужна? Ну, нам говорят, что Америка вообще якобы вами... Америка? Да, манипулирует, чтобы, короче, на территории Украины разместить свое блок НАТО, поставить оружие. А России якобы невыгодно, чтобы на границах были американцы и их оружие, поэтому они вот так вот как-то так. А про Финляндию, Швецию что-нибудь говорят в этом контексте?
Нет, я не слышал. Я только вот с Потому что это были нейтральные страны, которые во время того, как Россия напала на Украину, быстренько вступили в НАТО. Для того, чтобы обезопаситься, потому что и они граничат с Россией. И от Финляндии подлетное время меньше, чем от Украины. Ну, до Санкт-Петербурга, по крайней мере. А до Москвы примерно то же самое. И ничего. Все нормально. Американцы манипулируют, вступили в НАТО. И ничего. А Украину в НАТО даже брать не собирались на тот момент, когда Россия вторглась. Представляете? Какая несостыковка. Те вступили и ничего, и на границах. А нас даже брать не собирались. И вот, а теперь, теперь собираются. Уже после этого всего. Натовцев много видели? Нет. Американцев? Нет. Ну а как вы вообще к этому относитесь, к этой идее, что там типа натовцы Украиной манипулируют? Да, это понятно, потому что никто в это не верит. Это официальная версия, одна из них. Вообще, знаете почему? Вот эта вот версия, почему по российскому телевидению начали рассказывать о том, что мы воюем со всем НАТО. Не знаете? Подумайте. То, что они оружие вам поставляют из-за этого. Оружие поставляют, но нет, там же не говорят конкретно о поставках оружия. Там конкретно уже говорят, что воюет все НАТО вот в Украине, на украинской стороне. То есть украинской армии вообще тут фактически нет, здесь воюет НАТО. Вот так вот. То, почему так? То, что якобы их инструктора вас обучают, ваших военных, то, что наемников у вас много говорят со всей Да. Вот фактически, я правда не знаю, нахрена нам их инструктора, если наши военные воюют и имеют боевой опыт. Зачем нам какие-то инструктора из Америки, которые знать не знают вообще, что такое эта война? Что они будут тут инструктировать? Нет. Конечно, когда речь идет о освоении хаймарсов, например, то тут, конечно, нам нужны инструктора американские, потому что, а как? Только, насколько я знаю, это мы едем туда учиться, а не они сюда. Нет. По российскому телевидению рассказывают о том, что воюют со всем НАТО по совсем другой причине. Потому что в 22 году думали за 2-3 дня взять Киев и все закончится. А получается, что война растянулась уже на 3-й год. И как бы признать тот факт, что фактически на равных российская армия воюет с украинской, а они же не ставили украинскую армию вообще ни во что. 2 дня и все, да. И теперь очень неудобно признавать тот факт, что российская армия наравне воюет с украинской, и причем при том, что еще и несет и большие потери. Как раз за счет вот этих вот таких вот мясных штурмов. Поэтому легко выдвинуть версию о том, что нет, это вообще Третья мировая, и Россия воюет со всем остальным миром. Вот так. Нет? Не похоже? Ладно. Заработал денег. Так. За первые полгода не выплатили, должны были выплатить еще. Начали его только с января месяца полную зарплату. С января только начали полную зарплату? Да. Из твоих знакомых, друзей, я не знаю, товарищей, с которыми ты служил там вместе, были 200-е? Были. За что они погибли? Да ни за что, по своей глупости. За что? За что? За деньги вот эти вот. Молодец. Видишь? Субъективно за деньги, а объективно за попытку Путина захватить украинские территории. Ты с этим не согласен? Согласен или не согласен? Да. Говори, да, нет, что ты вытягиваю? Ты якут? Нет. А кто? Русский. Просто там родился. Эти русские. Я понял. Ладно. Посоветуй своим друзьям, другим землякам, родственникам, близким, людям, которые тебя знают. Посоветуй, пусть идут воюют.
Да, лучше не идти. Ну, это в большинстве случаев 200 или 300. Там, ну, или плен. В плену и неизвестно, сколько можно просидеть. Я не верю, что твоя мама руководствуется тем, что к ней пришли ФСБшники. Никто к ней не приходил. Вот, потому что... Объяснить почему? Смотри, вот это сообщение, видеосообщение, оно дошло сразу, вот как только вы вышли отсюда, да? Через 20 минут она мне отписала. И потом весь этот наш разговор, продлился еще 15 минут. То есть она банально не могла успеть с кем-то там еще поговорить. Она руководствовалась своими взглядами. И вот тут она как бы, я вижу вот в этих нотках, а что мы можем разговаривать? Где он находится? Что-то мне не верится. То есть здесь я чувствую такую серьезную предвзятость. Как будто я ее хочу обмануть, или там, не знаю, может быть, шантажировать, или нагрубить, или... Я не знаю, что. То есть видно, что у нее, такое глобальное, короче говоря, недоверие к абоненту. Так? Да. Я просто думаю, если бы даже она начала бы просто бы с вами разговаривать и выяснила бы все эти вещи, задала бы все эти свои вопросы, наверное, это был бы более правильный подход, чем сказать просто тупо «я не буду разговаривать». Да. Хотите ей что-нибудь передать? Она будет это смотреть, наш разговор, как правило, вот он, какой есть, такой есть. Мы, правда, недолго совсем с вами поговорили. Вот, но она будет это смотреть. И я хочу ей, чтобы вы записали какое-то видеообращение, отправили. Да, и потом посмотрит со стороны и оценит как бы свой поступок. Потому что я же понимаю, что ваша мама считает нас какими-то, наверное, до сих пор нацистами, потому что ей по телевизору рассказали, что мы нацисты. Правильно? Так. То, что меня снимали, когда в плен только взяли, ей отправляли. Может, они там что-то, вот кто там уже был, разведка или кто были, я не знаю. Точно. Может быть. Может, они ей что-то там... Может быть. Может, нагрубили, да, может как-то. Это может быть. И это закономерно. Знаешь почему? Что ты тут делаешь? Если бы я к тебе в Якутию пришел с автоматом, потому что вы там... Вами Китай манипулирует, накачивает вас оружием. Мне надо срочно идти вас воевать. Чтобы, не дай бог. Или еще какая-то причина, или я не знаю. Короче, суть в том, что я оказался у вас с автоматом. Вы меня берете в плен. У вас ко мне какое отношение будет? Негативное. Такое же, как и к вам. Хотя здесь, я не знаю, скажи сам. Как тебе вообще в этом лагере живется? Да, нормально. Я думал, что будет хуже намного. Свежий воздух, природа, питание трехразовое. Работаешь? Да. Что делаешь? В швейном цеху. В швейном цеху. Ладно, давай твоей матери скажем пару слов. Может быть, она задумается. А можно сказать? Неважно. Говори. Поехали. Привет, мам. Я нахожусь в военном лагере для военнопленных. Называется... Неважно. Ты можешь там узнать через интернет, через волонтеров. И ты там в часть там скажи, что я вот здесь вот нахожусь, чтобы списки на обмен подали там, чтобы не был без вести пропавший. Или 200. Да, или 200, как они там могут, чтобы это. В общем, нужно там в военкомат сообщить и в часть вот мою, ты знаешь, как бы. А еще у вас тут есть IP-телефония, через которую вы, в принципе, тоже можете связаться с домом. А наши пленные в России ничего этого не имеют. Ни нормальных таких условий жизни, ни нормального питания, ни возможности связаться. Им так вот это иногда дают для картинки. Да, как сейчас могут сказать, что это для картинки я вам даю. Только проблема в том, что помимо картинки здесь еще есть IP-телефония официальная. Есть? Да. Есть.
Я уже просто вызываю тех, которые по какой-то причине не смогли связаться. Ну теперь думайте, кто из нас нацист? Те, которые издеваются над нашими пленными там в России, не дают ни позвонить, ничего, ни родным не дают никакой информации, или мы? Вот я с вами поговорил, она отказалась с вами говорить, я ничего, давай запишем. Ну, это, знаешь, можно объяснить такой фразой, как когда-то в детских книгах читали. Добро, оно сильнее зла все равно, понимаешь? Оно все равно победит. Вот я это сделал, она, может быть, задумается, что-то вам там по телевизору, наверное, Врут. немножко. Или правду говорят. Нет. Потому что если по телевизору вам говорили правду, то, может быть, ты и за деньгами сюда бы не поехал. Не пошел бы.